Всем привет, это анатомия водного пола, и сегодня мы с вами рассмотрим работу с резиной. Сегодня я вам покажу основные упражнения с резиной, которые помогут вам укрепить вашу вращательную манжету плеча, тем самым предотвратит ваши травмы. Эти упражнения можно выполнять перед тренировкой, точнее желательно выполнять их вообще перед каждой тренировкой, потому что это предотвращает ваши травмы, это улучшает ваш бросок, ну и в целом очень полезно для ватерполиста. Для этого вам понадобится резина. У меня, в моем случае, вот такая. Она может, в принципе, быть у вас любая, ленточная. Крепим ее примерно на уровне плеча. Можно чуть выше, можно чуть ниже. Первое упражнение, которое я вам покажу сегодня, это отведение плеча. Смотрите, исходное положение. Вот у нас резина. Отходим. Ноги на ширине плеч. Отошли. Рука у нас натянулась. Резина не висит, не болтается. У нас не должно быть вот такого. Отошли, встали. Здесь у нас угол 90 градусов. Выполняем вот такое движение. Раз. Обратно. Наша задача выполнять его плавно. Не должно быть резких движений. Просто спокойно отвели, плавно назад. Вы должны чувствовать, как у вас напрягается вот здесь. Отводим, приводим. Отводим, приводим. Выполнили там 12-15 раз, поменяли. И также левой рукой. Напоминаю, вот ноги на ширине плеч. Резина у нас исходное положение чуть поднатянута. Также отвели, привели. Отвели, привели. Еще один важный момент, за которым нам с вами надо следить, это локоть наш должен быть все время прижат. Локоть у нас не должен отходить. Если у кого-то с этим проблема, вы можете поставить руку, чтобы чувствовать, как он у вас прижат, либо полотенце. Но задача, локоть у нас все время прижат. Здесь 90 градусов. Вот отошли, отводим и приводим. Очень важный момент, вес не должен быть тяжелый. Не должно быть вот таких движений. Вес должен быть ровно такой, точнее, не вес, а сопротивление. Ровно такое, чтобы вы могли плавно и медленно выполнять это движение. Следующее упражнение это у нас наоборот. Приведение. Отходим. Также ноги на ширине плеч. Локоть у нас прижат. Угол 90 градусов. Резина в исходном положении натянута. Встали и делаем движение к себе. Также отходим, чтобы вам была ощутимая работа, но не сильно. В эту сторону вы будете брать вес чуть больше, чем на первом упражнении. Также выполняем. Делаем движение к себе. Следим за локтем. Следим за тем, чтобы у нас резина здесь не провисала. Таких движений мы не делаем. Во всех упражнениях следи за тем, чтобы это было плавно. Отвели, привели. Также это упражнение выполняем правой рукой, также выполняем его левой рукой. Следующее упражнение у нас выполняется таким образом. Становимся лицом к резине, делаем пару шажочков назад, ноги у нас, как обычно, в ширине плеч. Взяли, подняли руку, угол также 90 градусов, исходное положение, также у нас натянута резина. И выполняем вот такое движение. Поднимаем руку и отводим назад. Наша задача следить, чтобы у нас здесь было 90 градусов и здесь было 90 градусов. И обратно. Раз, два. Какие бывают ошибки? Локоть здесь, делаем так. Второй локоть сильно высоко, делаем так. Третье, локоть слишком близко, выполняется таким образом. В принципе, во всех этих упражнениях смысл один. Угол 90, угол, два угла и делаем. Раз, два. Далее выполняем это упражнение наоборот, уже спиной к резине. Также вот у нас резина, поворачиваемся к ней спиной, ноги на ширине плеч, отвели 90 градусов, 90 градусов. И делаем движение вперед. Локоть у нас на месте. Все то же самое. Вес должен быть такой, чтобы нам не было сильно тяжело, но ощущалось. Также плавно вперед, плавно назад. Также сделали правый, поменяли, сделали левый. Все, исходное положение, рука здесь, все углы соблюдены и выполняем. Следующим этапом выполняем упражнение на заднюю дельту. То есть также отходим назад, рука у нас натянулась, тянем к себе. Также у нас здесь, напоминаю, угол здесь будет, здесь. Тянем, руку вывели вперед и стараемся тянуть не руку к себе, а как будто мы тянем локоть в сторону, а плечо на себя. И аккуратно, медленно тянем сюда. Отвели, чуть-чуть назад. Расслабили. Отвели, расслабили. Вы должны чувствовать, как у вас горит здесь. Если у вас здесь работает, значит вы делаете правильно. Также сделали одной рукой, сделали другой рукой. Далее выполняем это упражнение. Отходим также назад.
Рука у нас натянулась. И отводим чуть-чуть согнутую руку. Нам не надо, чтобы рука прям идеально ровная была. Не надо, чтобы она была согнута. Просто чуть-чуть согнули в локте и отводим ее назад. Тянем назад. Отвели. Также плавно возвращаем обратно. Отводим. И плавно возвращаем обратно. Не должно быть вот таких движений. Мы не должны делать все это резко. Все должно быть плавно, подконтрольно. Также сделали одной рукой, также сделали другой рукой. В конце даже можно делать небольшую паузу для фиксирования, чтобы понимать, где у нас какая фаза движения. Следующее упражнение выполняем вот это. Также становимся боком, отошли. Исходное положение нам надо найти, чтобы у нас рука была здесь в натяжении. Все, встали ровно. Здесь мы ровно. Руку развернули. Здесь рука прямая. Здесь у нас тоже прямой угол. И отводим руку сюда. Отвели, вернули. Зачем надо следить? Первое. Не надо, чтобы рука здесь провисала. Вот. Чувствуем, напрягается у нас рука. Здесь также ведем плавно. Мы еще чувствуем натяжение, чувствуем. Вот видите, здесь у меня уже рука отдыхает, ее держит сустав. Поэтому ведем ее вот до сюда. То есть рука у нас постоянно в напряжении. Раз, два. Чувствуем этот момент, где у нас идет расслабление. Нам его не надо. Если вы будете делать правильно, вы будете чувствовать, как у вас горит здесь задняя дельта. Также сделали его правой рукой, также сделали его левой рукой. Также отошли и отводим. И одно из последних наших упражнений на сегодня. Все-таки в первую очередь мы эти упражнения делаем для нашего с вами броска, для предотвращения травм. Вот также включаем его в нашу разминку. Как делаем? Поворачиваемся спиной к резине, отходим назад, становимся. Руку выставляем как при броске. Раз, точка здесь, вторая локоть у нас выше уха, третья кисть у нас сзади локтя. Все, встали. Кому удобно, можете стоять ровно, кому неудобно, можете чуть ногу вперед вывести. И просто рука натянулась, и идет движение от корпуса. Просто с вами тянем потихонечку, растягиваем, разминаем наше плечо. Здесь не надо делать в этом упражнении вот так. Мы сейчас никак не делаем, просто все, рука у меня расслаблена, ее держит резина. Я просто делаю движение корпусом. Вы будете чувствовать, как у вас здесь растягивается, разминается плечо. И также выполняем его. Можете на количество, раз 15, можете 20, можете по времени. Следующим, как имитация броска при разминке, можем выполнить это упражнение. Также спиной к резине, встали, исходное положение и выполняем. У нас будет 3 точки, 3 движения. Одно раз, одно посередине, одно снизу. И выполняем вверх, середина, низ. Так, здесь также идет движение вначале от корпуса и в конце чуть подключаем руку. То есть подвели, рука. И таким образом выполняем. Раз, два, три. Вернули опять. Раз, два, три. Можно не возвращать, можно делать так. Раз, два, низ, опять середина, вверх. Середина, низ, середина, вверх. И таким образом мы с вами разминаем нашу руку. Подготавливаем ее к работе. Ну и последнее, финальное. Становимся также спиной к резине. И уже выполняем как наш бросок полностью. Также натянули. Идем в движение корпус, чуть рука. И здесь выпрямляем. Нет смысла делать, как некоторые делают так. Вот так вот мы не делаем, это ошибочно. Нет смысла. Движение у вас при броске здесь никуда не идет. Мы встали. Вот исходная точка. Дальше плавно ведем корпус. Рука прошла. В конце у нас уже идет кисть. И вот мы здесь завершаем наш бросок. Выполняем отсюда и до сюда. Раз, два, три. Технику броска мы рассмотрим в других видео. Если вы это выполняете, то вы уже ее знаете. Кто не знает, может посмотреть на канале, когда оно выйдет. Вот, и таким образом выполняем упражнения. Также сделали правый, также сделали левый. В целом это весь комплекс. Выполнять вы можете в том порядке, который вам показал. Я вам еще раз все продублирую для вашего удобства. И вопрос, который у вас может возникнуть. Первый, почему мы делаем левой рукой? Ведь речь идет о броске, о травмах и так далее. Ну, первое,
чтобы не тратить время, пока ваша правая рука отдыхает. Второе. У ватерполиста и так идет дисбаланс. У нас правая сторона рабочая, правая рука сильнее и так далее. То есть для баланса, плюс вашу координацию развивает, плюс также это все-таки разминка. Вы также разминаете левую руку. И еще один момент. Некоторые упражнения можно выполнять двумя руками. Делать это можно для экономии времени, но есть минус, требует большего контроля. Какие можно выполнять двумя руками? Это, что мы делали, это упражнение. Мы выполняли по одной, мы можем выполнять двумя. Новичкам не рекомендую, больше контроля, лучше по одной. Но если нет времени, можно и двумя делать. Потом, то, что мы делали с вами, это упражнение также двумя руками. Отошли и начали. Раз, два. В принципе, здесь то же самое, только мы делаем двумя руками. Потом это упражнение. Также встали 90 градусов, локоть один, локоть другой. И упражнение мы делали тягу на заднюю дельту. Здесь важно, плечи чуть вперед вытянули, увели, спина ровная и тянем. Но вот это я бы лучше делал бы всегда одной рукой, для большего контроля, чтобы чувствовать мышцы. Но для общей разминки, когда нет времени, пойдет и так. Теперь подведем итог. Я вам показал комплекс из 10 упражнений, которые вы можете выполнять перед каждой тренировкой. В принципе, если вы профессионал, это практически в обязательном порядке. Это сохранит ваше плечо, это хорошая профилактика травм, потому что у ватерполиста плечо испытывает большую нагрузку, потому что мы плывем, это грузит плечо, мы боремся, грузит плечо, мы постоянно кидаем пас, мы бросаем поворотом, все это дает большую нагрузку для плеча. А когда мы с вами укрепляем вращательные манжеты плеча, это у нас надосная, подосная, малая круглая, подлопаточная мышца. Она отвечает за стабилизацию плечевого сустава. И это нам будет очень помогать в нашей работе, не получать травмы. Также это будет улучшать скорость вашей руки. Вы будете ее лучше чувствовать, быстрее двигать. Делать эти упражнения стоит в большом количестве повторений. Желательно 15-20. Но можно делать 12-15. Зачем надо следить? Самое важное, мы должны чувствовать мышцу. Напоминаем, не должно быть резких движений. Плавно все делаем, контролируем, соблюдаем все углы. Это работа не на взрывную силу. Мы прокачиваем с вами маленькие мышцы. Эти мышцы маленькие, они всегда отстающие, нам их надо укреплять. На этом с вами сегодня я прощаюсь. Если остались вопросы, задаем в комментариях, объясню. Для вашего удобства сейчас весь список упражнений выведу на экран. Всем пока.